Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 ноября. Давайте узнаем, что скоро случится, что скоро произойдет, уже практически на пороге нашей жизни. Что ждет ваш знак зодиака, а чего, возможно, вам ждать во внешних событиях, во внешних обстоятельствах и как эти обстоятельства повлияют на вашу жизнь. А возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Давайте с вами узнаем. И первая колода 78 дверей. Открытые двери или закрытые? Каковы ключи? Потоковая информация. С чем будут связаны эти события? Что вам нужно знать, принять во внимание или услышать? Итак, первая карта, первый знак судьбы. О чем хотят донести вам карты, что вам важно услышать или принять в расчет. Может быть и так. И третий знак судьбы. Так что же случится, что там будет происходить? Три карты выпало. Ну, какие знаковые карты. Может быть, был какой-то период, вот как по семерке жезлов, когда вы вынуждены были участвовать в какой-то путанице. Или в жизни других людей. Заниматься чужими делами. Может быть, после этого накопилась усталость, и вы взяли какую-то паузу. Может быть, вынужденная была пауза, потому что много проделано какой-то работы, а вот эквивалент обратный, ну, как-то маловат. Заставляет пространство что-то передумать, себя изменить. По части изменения своей тактики, организации жизни. Как действовать по-новому. Аркан мага, великий практик, кстати. Но это расчет, мои дорогие, правда. А вообще эта карта еще нам говорит о том, что нам придется перестраиваться, видоизменять что-то, ну и где-то быть готовым к тому, что обстоятельства будут меняться. И мы на них не можем воздействовать. Нам нужно свой порядок какой-то во всем этом отстроить. Главное, потенциал у вас очень большой. Все-таки аркан мага, не случайно. Захотела вам перевернуться, мои дорогие козероги. Но внутренне не находиться в какой-то предубежденности, иначе как будто дальше дело не пойдет. Ну так что же там случится? Для чего же нужно быть в энергиях мага? Что случится? Что скоро произойдет? Что ждет на ваш порог, хочется сказать? Неожиданности или неожиданные события, с чем это будет связано. Возможно, и информация, правда какая-то откроется, а у кого-то это конкретная персона. И к чему все идет, что прояснится. Достанем три карты по основным сферам жизни. Чего ждать в личной жизни, в любви, в взаимоотношениях? Что ждет в финансах? И чего ждать по части ваших достижений? Согласования, важные встречи, контакты, контракты, ваши планы. У кого что, у кого-то дела какие-то, может быть, даже по дому, да, но с привлечением специалистов, а у кого-то это бизнес. То есть мы все разные. Давайте будем узнавать первый знак судьбы. Вот, наверное, не случайно маг перевернулся, потому что по Луне 1000 неопределенностей. Для истории в целом 10 дней – это вообще не срок, мои дорогие. И карта будет свидетельствовать о том, что ты вот именно себя где-то должен сохранять и быть, опять же, гибче, потому что всегда, когда аркан Луна, внутренне мы можем думать, вот нам именно теперь нужно делать какой-то выбор, а нам говорят, нет, будет период ожидания, но это не то ожидание, которое бездеятельное, нет, не случайно нам прорисовали беременная девушка прогуливается по берегу. То есть это вынужденная какая-то, даже не совсем пауза, а когда мы ждем какого-то документа, решения или подписания важной бумаги, или когда мы должны тоже сделать выбор какой-то, или как-то ситуация разрешится. Но на данный период времени нам именно нужно сохранять самих себя и не торопиться выносить вердикты. Вот, пожалуй, это самое главное. Не случайно у нас дверь закрыта. И она так под наклоном, прообраз Пизанской башни. Мы можем сказать, что она аж падает. Ну, так вот она падает столетиями и стоит. Еще, наверное, если не больше, столько же простоит. Но вот ведь не задача. Не все так однозначно, поэтому аркан мага.
Мы знаем, что по магу идет манипулирование. Либо нами, либо мы. Либо какой-то взаимный интерес есть, и значит, в этом интересе нужно и свои какие-то приоритеты сохранить, но сделать это не настойчиво, не с вызовом. Настойчивость в данном случае в терпение, если мы в хорошую такую настойчивость переложим, наше где-то терпение придется сохранять. Ключа нет к этой двери, но есть страж двери, хамелеон. Договариваться с хамелеонами придется. Вот такой знак судьбы, мои дорогие. Вот пока что-то зыбко, еще не определено. Второй знак судьбы. Но точно действовать придется по-другому. Мы вот как этот человек не можем толкать, то есть наша активность, наши действия, они не могут идти в том же ключе. Пусть это касается работы, методы работы придется менять, у кого-то график работы придется менять. Ну уж если мы так переложим. Иногда десятка жезлов, когда мы можем включиться в какое-то дело и думать, правое дело. Нет, не правое. Уже какая-то история из прошлого, может быть, это было в прошлом, это наиболее выгодно даже, да, или где-то требовали обстоятельства, а вот теперь нет, теперь перестраивать себя придется. И вот эта стеклянная дверь, через которую человек видит, что происходит на улице. Но никто не стремится ему помогать, спешить к его призывам, да, или на помощь, хотя он тут не страдает, более того, в шутовском костюме. Единственное, кто обратила внимание, это девочка. На ней тоже такой же костюм. Она думает, что это игра. Понимаете, есть такой тонкий нюанс, что вас могут, может быть, в эти 10 дней люди могут просто не понимать. Вот есть такой нюанс. То, что вы задумали, то, что вы хотите осуществить, или просто не разделять ваши взгляды, поэтому хочешь не хочешь, козерог, перестраивайся. Эти двери не откроются никогда в эту сторону. Но дверь, тем не менее, открывается намного проще и легче. Нужно не толкать, а потянуть легко на себя. И она открылась. Конечно, эта карта говорит о том, что мы можем включиться в какую-то многозадачность или думать, что вот это я действительно должен делать, или это принадлежит по праву мне. Вот отойти от какого-то прежнего шаблона настойчиво рекомендует карта, потому что как будто ты будешь видеть, как вот через стекло аквариума, что происходит вокруг, но воздействовать ты не сможешь. Тебя там как будто нет. Вот для чего нужен тот период, может быть, даже не поспешных действий, а внимательного контроля, что происходит вокруг и как меняется реальность, мои дорогие. Потому что вы неизбежно, ну, как судьба, назовите, ведет вас к важному решению. Что-то из прошлого не может быть продолжено. Тут надо и себя перестроить, ну и, видимо, исходить из того, что во внешнем мире перестраивается. Может быть, это какая-то стратегия, причем такая более глобальная, на долгий период времени, а для кого-то банально. Не взять на себя груз каких-то обязательств, который вас будет сковывать и в последующие дни или месяцы не дает вам возможность маневрировать, мои дорогие. Это тоже будет очень важно. Это как знак судьбы. Выбор, мои дорогие, правда? И обратите внимание, надеюсь, видно хорошо, нам художник изобразил именно монахиню. Сложная такая карта, особенно в этой колоде. Чаще мы говорим путаница или какой-то выбор очень сложный. По части выбора это да, но художник изобразил именно ситуацию. И монахиня в данном случае как образ человека, который изменил вынужденно свою жизнь именно потому, что прежний какой-то пункт жизни пошел не так. Не оправдались какие-то надежды. И тут у каждого все же двойка мечей, какая-то либо сердечная тяжесть, сердечная боль, или у кого-то даже и предательство. Но это уже далеко в прошлом. Это уже давным-давно завершилось. Более того, монахиня нам показана женщина в возрасте. Она когда-то приняла вот это решение о монашеском постриге. И согласитесь, это сложное такое решение и не сиюминутный порыв. Человек принимает его под воздействием обстоятельств, когда не видит продолжения в мире внешнем именно себя.
или раскрытие своих талантов, или категорически с чем-то не согласен. Поэтому он как уходит, закрывается где-то от мира, словно себя в такую невидимую капсулу погружает, да, когда он таким образом себя защищает. И кто знает, может быть, эта женщина когда-то мечтала о дружной семье, о теплом уютном доме, когда много детского смеха, детских голосов, много детей, но жизнь сложилась иначе. И вот теперь высшие силы возвращают ее желание, то, о чем она мечтала, но в самый неподходящий момент, когда она меньше всего этого ожидает. Она открывает дверь на плач младенца, и среди холода и луж она видит маленькую крошку, которая плачет и своим плачем призывает на помощь. Конечно, женщина занесет корзинку с младенцем домой, но самое главное, нас заставляет карта задуматься, что она будет делать дальше. Или она оставит ребенка себе, попытается, и пройдя какие-то невероятные трудности, но она готова это преодолеть, и она сама будет воспитывать малыша, осуществляя свою мечту, либо отдаст приемным родителям. Вот у вас, мои дорогие, какой-то важный очень выбор. Тут у кого что. Я даже не достаю дополнительные карты, потому что старший аркан Луна изначально говорит, что у кого-то это будут вопросы личной жизни и, может быть, какой-то личной травмы. Вот, вполне вероятно. Когда что-то пошло совсем не так. И сейчас наступает тот период, когда нужно разобраться со своими страхами, со своими, ну, как скелетами, может быть, в шкафу. И я должна сказать, период у нас сейчас ноябрь, декабрь, до конца 2025, я бы даже сказала, с заходом на январь 26 года. Кстати, у меня есть видео на канале Таро Эспиратьоне. До января, до конца января 2026 года. Перейдите, посмотрите. Я думаю, ну, подсказок будет больше. А также прочитайте мою статью, мои статьи на сайте. Я оставлю ссылки в описании под видео. Коридор возможностей. И Хирон – символ израненного целителя или завершение повторяющегося сценария. Прочитайте, потому что у нас ноябрь-декабрь. Хирон ведь это какая-то прежняя история. Вот это болевая точка, о которой мы сейчас по двойке мечей с вами говорили. То есть это то, что нам где-то, мы об этом думали, хорошо знакомо. А у нас еще планетарно происходит ретроградность, как и в знаке Телец, и на вас это, кстати, влияет особенно, хоть вы и не Тельцы, но вы принадлежите к знаку зодиака стихии Земли, и поэтому ощущать можете этот планетарный транзит, заход обратно Урана в Телец на последний раз, чтобы потом окончательно перейти в Близнецы. Поэтому нам возвращает, хотим мы или нет, какую-то нашу прежнюю историю, как в новую реальность нам нужно себя перестроить. И еще планетарный транзит тоже ретро, а ретро – это всегда опять же прошлое, это еще Нептун. То, что было или мы храним на уровне ощущений, нам нужно как-то уместить в новую реальность. Ладно, так что же случится, что произойдет? Неожиданно. Ну, завершение чего-то. Я надеюсь, все правильно понимают, что это именно окончание, завершение, трансформация. Пожалуй, это все то, что я долго говорила. Да, тут вы встанете перед каким-то выбором, опять же, и этот выбор будет непростой. И выбор, мы говорим, значит, есть одна позиция и вторая. Есть один путь и есть второй. И направо-налево мы сразу не пойдем в две стороны. Мы вынуждены что-то выбирать. И если одно выбрали, от второго мы отказываемся, завершаем. Вот об этом как раз аркан 13, старший. И старший, повторюсь, аркан – это внешние события, обстоятельства или, может быть, и новость, или то, что вы слышите, видите, может быть, и правда какая-то открывается, глаза на что-то открываются. Вот, кстати, вы тут вынуждены принимать какое-то однозначное решение, но это сделать будет непросто. Давайте я достану с чем хотя бы, с какой сферой жизни это может быть связано. Ух ты! Карта кармы. Правосудие, часто карта судьбы, карта кармы. И хочется сказать еще один старший аркан. И если мы сделали что-то прежде хорошо,
то пусть через помощь руками других людей нам пространство как дает возможность обустроить свою жизнь, с более, ну, как правильной ноги или, сделать для себя более жизнь понятной или больше порядка привнести. Что-то у нас осуществить, реализовать будет удаваться. Как знаете, нужные двери открываются или нужных людей мы встречаем. Но точно так же мы можем сказать, что прежняя история, если где-то мы не подвели что-то к знаменателю или в чем-то ошиблись, то уже нам может пространство вернуть, чтобы мы все расставили по местам и навели порядок. У кого чего касается, правда, не достаю дополнительных карт. Неожиданности. Еще одна десятка жезлов. Какая-то хорошо задуманная история. Может быть, вам и придется, как в спорте, добавь в конце, да, второе дыхание. Вот словно как эти двое, которые несут арбузы до назначенного места. И, конечно, сил у них хватит. Своя ноша не тянет. Может, это вам нужно сконцентрироваться на каком-то одном деле, правильно рассчитать свои силы, чтобы либо что-то завершить, прежде чем вы сумеете что-то начать. Или подвести вот к какому-то знаменателю. Явно у кого-то из вас есть гештальт, будем говорить, как незакрытый какой-то портал из прошлого или тема, ну так поконкретней, вопрос нерешенный, проблема, вот его надо решить. Но если вы будете распыляться в несколько направлений, ничего не получится. Сконцентрироваться на чем-то одном, чтобы хватило попросту сил вот в неожиданностях, нам история какая-то прежняя возвращается. С чем это связано? Что-то может походить действительно на то, что как дежавю какое-то. Возможно, это человек, которого вы хорошо знали. Теперь, может, я допускаю, пусть это не у каждого, возвращается в вашу жизнь. У кого-то, ну, может быть, возвращается, потому что тут порядок нужно довести. И, может быть, даже эта история со знаком минус, но порядок-то все равно необходимо наводить, и стало быть, договариваться придется. Иногда по этой карте к нам приходят люди на помощь. Иногда помощь это идет от тех людей, от которых мы ее не ожидали, кого мы прежде знали, а потом у нас как-то либо связи расстроились, либо еще какие-то причины, когда не было контактов, да. И именно тот, на кого мы и не рассчитывали, может нам оказать содействие. Либо может рассказать, ну, к примеру, как дельный совет дать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Почему? Потому что человек в подобной уже был. Или конкретно по рыцарю Пентакли, по крайней мере в моих раскладах, может проигрываться такая ситуация, что человек, которого вы знали и опять же не рассчитывали, может субсидировать как деньгами. Может быть, нужно кому-то из вас завершить последний платеж, вот кстати, или решить какую-то финансовую ситуацию, может быть, с кредитом заплатить, или для каких-то других ваших намерений вот нужно закрыть как вот этот самый гештальт из прошлого, и вы будете это делать. То есть есть здесь все-таки содействие, и все то, что я сказала по аркану правосудия. Неожиданность– это именно, как я больше вижу, возможность к вам приходит. Ваша задача первая– ее увидеть, действовать по-другому. А если это будет связано с человеком, договариваться придется. Нет смысла строить какой-то свой опломб, даже хочется сказать, потому что вот по десятке жезлов этой колоде нам ведь сказали, будешь пихать в эту дверь, ничего не получишь. Гибче быть, договариваться, мудрее может быть. Использовать те подходы, которые есть сейчас в вашем арсенале, в ваших руках, мои дорогие козероги. К чему это все идет? У кого-то может касаться даже примирения, вот я вскользь сказала, и значит закопать топор войны, мои дорогие. Не действовать, как прежде. Может быть, даже с теми людьми. Вы когда-то думали, ну, эта история никогда не повторится. А вот тут что-то может повториться. Потому что, опять же, судьбе, наверное, виднее, какой гештальт кто из вас не закрыл. У каждого здесь что-то свое, поверьте. И с учетом возвращения Урана в знак зодиака Телец. Ну, есть у каждого свои скелеты в шкафу. Но тут именно, понимаете, вот это ваша дипломатия или умение, может быть, не испугаться. Я не хочу сказать, что вы прям боитесь тут чего-то.
Тут именно внутренние какие-то сомнения, как страхи, могут на нас давить, ведь наша жизнь, вот какой ты монахини, она была уже устоявшейся, в какое-то русло она пришла, и нам казалось, ну, теперь уже каким-то путем это идет, будет развиваться, что-то мы можем прогнозировать. Да, нам вот именно так казалось, что жизнь приняла, ну, какой-то размеренный ход. А тут нет, тут вот возьми и начинает что-то меняться. Но вас-то ведет к счастью. Уран, понимаете, чем сложен аспект Урана? Это всегда карта будущего. Он меняет нас, чтобы мы в будущем что-то могли для себя сделать очень хорошее, чтобы мы были счастливы. Но действия его, да, которые оказывает он на нас или влияние, они тяжело проходят, потому что перед тем, как мы вообще поймем, зачем нам это нужно или какое там будущее у нас на горизонте, сносит все в щебень Уран, ломает, и именно это болезненно. Но будет отстроено что-то совершенно иное, более счастливое, более правильное. Или то, что в ногу со временем, мои дорогие. Поэтому тут и изменяться самим придется, но и пользоваться теми ресурсами, теми методами или тем окружением, которое у нас уже есть на сегодняшний день. Чего ждать в личной жизни? Может быть, это у кого-то из вас по королю мечей есть конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолей, или имеет там асцендент. Конечно, по этой карте проходит очень емкая карта. Это карта человека-интеллектуала где-то или карта узкого специалиста. И здесь самые разные люди проходят. Это те, которые работают с металлом, врачи, люди в погонах или официальные лица. Мы говорим чиновники, да, когда человек что отличает? Работает по приказу или по какому-то протоколу. Вот есть от и до, какие-то рамки. В рамках полномочий он будет действовать ни больше, ни меньше. Юристы и адвокаты, это тоже по этой карте проходят. Вот ваше где-то, ну, такое, знаете, непредвзятое мнение к тому, что происходит вокруг. Вот почему-то это касается личной жизни. Может быть, для кого-то из вас это оформление даже отношений. И тут плюс-минус у кого-то оформление отношений как развитие, да, продолжение союза, у кого-то завершение. Тут ведь может быть и так. И решение каких-то тем по поводу, где вы будете находиться, где вы будете проживать, как это все должно быть оформлено буквально на бумаге. Где-то карта говорит, будет у тебя правильно оформлено, а вверху правосудие. Будешь ты поступать по закону. Понимать, не на авось надеяться, как в отношении тебя работает закон. Себя защитишь. Отложишь на авось или скажешь, да нет, это потом разберется. Тогда не обижайся, разберется, как разберется. Будьте рациональны. Может быть, есть тут, понимаете, какие-то добрые, приятные эмоции по части вашей личной жизни. Вот это я точно могу сказать. Но почему-то на личную жизнь немножко нужно увидеть ту реальность, которая есть именно на день сегодняшний. Чтобы вот это счастье, все же иногда аркан Луна, эмпатия, радость, любовь. Нас искренне человек воспринимает, искренне любит. Взаимопонимание с полувзгляда, с полуслова и дополняет все это значение десятка чаш. И здесь это как новое относительно, может быть, да, или как развитие отношений, которые идут к семье, к созданию прочного союза, или для людей семейных, значит, это продолжение, да, следует, когда, ну, пусть даже с некоторым видоизмененным качеством, да, вам это придется делать, но все равно продолжение следует. Может быть, для тех, кто один или одна завершит прежнюю историю и решится на создание новых отношений. То есть очень добрый вот этот дуплет, потому что Луна, любая карта имеет множество значений. Так вот, если мы, с учетом тем более десятки чаш, вот пока вы что-то создадите, или действительно выбор касается личной жизни, причем это может быть и связано среди детьми или планируемыми детьми, у кого-то и так. Но тем не менее, решение, решимость, ну так сложновато. Поэтому и требуются вот такие рациональные действия. Финансы чего ждать?
Тут и по финансам что-то приходится переигрывать, может быть, менять работу, может быть, приработок, да, или вторичный доход, или как минимум это рассмотреть. Но восьмерка чаш, когда мы ищем выход, и мы его находим. Давайте мы с вами узнаем, с чем это связано, что это, что там за выход, что за выбор. Вы знаете, вы будете чему-то учиться. Может быть, банально осваивать какой-то ресурс, какой-то сервис, понимать, в принципе, как финансовая грамотность, мои дорогие. Вот эти две карты можно трактовать так. И мы с вами находимся на пороге цифровой эпохи. Ну, она уже началась, но где-то цифровизация именно финансовой системы. Мы, точнее, на пороге этой цифровизации. И нам нужно понимать, как это, в принципе, все работает. Может быть, кому-то изучить это нужно, а для кого-то из вас добавить буквально какого-то ремесла или вторичной занятости, дохода, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Но как будто знание– сила. Эта карта будет означать, иногда она говорит о том, что, и она, кстати, называется принцесса, да, служанка в ожидании. То есть мы можем и ничего не делать, мы просто можем сидеть и ждать. А тем не менее, процессы, которые были запущены, они происходят. Но эта карта так же, как хорошие новости издалека. Контакты, контракты, отношения какие-то, да. В принципе, всегда карта говорит, что есть возможность материального прогресса, но это в каком-то новом ключе. Вот перестраивать себя по финансам придется. Ваши достижения, ну что-то вас тут радует, это точно. Поэтому, ну, я вот хочется сказать, идти в ногу со временем. И, видимо, вот это где-то хладнокровие, оно не для того, чтобы кому-то там сказать резко «да» или «нет». Правильно оценить, что происходит вокруг вас, мои дорогие козероги. Именно уйти от власти прежних шаблонов, предубеждений. И не сделать это резко, опять же, не ломая какую-то конструкцию, а понимая, что что-то шаг за шагом подходит к концу. И я вот эти еще шаги должен совершить, но четко понимать, что за этим последует, какие шаги я могу совершить в будущем и на что я могу рассчитывать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои расклады. Подписывайтесь на мой канал. И хочу вас пригласить, правда, на свой сайт. Прочитайте мои статьи. Я думаю, подсказок будет больше. И буду особо благодарна, если вы найдете минутку. Ну, может быть, не сейчас, а в конце декабря, в конце января вернуться к этому видео и написать, как же у вас проигралась эта ситуация или вот этот период, все то, что нам ознаменуют карты. Поскольку неоднозначно, но я должна также сказать, что ведь до того, как я делаю ваши видео, я сделала много видео. Поверьте, у каждого знака зодиака какая-то своя особенность. Возможно, в каком-то миропорядке новом будет заключаться и наша личная перестройка, и это будет касаться всех нас. Я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.